Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу про цветок, который удивит и порадует вас своим невероятно обильным, ярким цветением и универсальностью. Речь пойдет про диасцию. Это изящное растение имеет многочисленные тонкие побеги и множество очаровательных цветочков. Их диаметр всего 2,5, не более 3 см. Но диасция их выпускает почти непрерывно и в огромном количестве, особенно если соблюдать несложные правила по уходу. Этот красивый цветок несложно выращивать. Его можно высаживать как в открытый грунт, так и в кашпо, на балконе, в вазонах и подвесных конструкциях. Недавно на своем канале я уже выпустила ролик про похожий цветок, который называется немезия. Они очень схожи с диасцией как внешне, так и в уходе, за исключением небольших отличий. Немезия не любит расти на постоянном солнце, а вот диасции солнце только на пользу. Ее можно выращивать даже на самых солнечных цветниках, конечно, при своевременном поливе. Если кого-то заинтересует, ссылку на видео про немезию я оставлю в описании под этим роликом. Диасция – это многолетнее, но теплолюбивое растение. На территории средней полосы она не зимует, поэтому ее выращивают либо как однолетник посевом семян на рассаду, или заносят кустики на зимовку в дом, можно в крытую теплицу. При таком способе выращивания вам не придется каждый год высевать семена на рассаду и ухаживать за посевами, так как диасция хорошо черенкуется. Диасция невероятно популярна, особенно среди профессиональных цветоводов. Это щедрое на цветение растение имеет множество преимуществ по сравнению с другими однолетними культурами. При должном уходе по количеству цветов она способна затмить многие летники. У нее большое разнообразие сортов и окрасок. Она универсальна и вполне подойдет для декорирования цветочных клумб, придомовой зоны, террас и даже балконов и домашнего интерьера. Цветение диасции не только обильное, но и длительное. В зависимости от сроков посева семян, оно начинается уже с весны и продолжается до прихода осенних холодов. Соцветий невероятное множество, порой из-за их количества не видно даже листьев. Радует и то, что диасция начинает цвести даже в ранние сроки, то есть молоденькие невысокие кустики уже стоят в цветах. Цветет диасция длинными волнами по 1,5 месяца. Как только веточки отцветут, их необходимо укоротить, а сам кустик подкормить фосфорно-калийными удобрениями, после чего немезия вскоре выпустит молодые побеги с соцветиями. Обычно удобрения вносят один раз в 3 недели. Обратите внимание на состав. Азота в нем должно быть минимум, иначе растения будут наращивать много зелени в ущерб цветению. Диасция предпочитает открытые солнечные участки при условии своевременного полива. Пересушивание почвы приведет к угнетению растений и скудному цветению. Этот цветок любит полив, но частое переувлажнение не для него, как и тенистое месторасположение. В тени цветение будет скудным. Для этой южной культуры подойдут защищенные от сквозняков, но открытые солнцу места на альпийских горках, южных склонах, подпорных стенках и переднем плане цветников. Своим ярким и пышным видом диасция украсит любое солнечное место в саду. Высадив несколько растений в подвесное кашпо, можно создать потрясающей красоты объемные композиции. Это растение также можно выращивать в саду, как красиво цветущий почвопокровник. Обычно кустики диасции не превышают высоту 30 см. Некоторые виды достигают 60 см. Семена на рассаду можно высевать уже в конце февраля, а для садоводов южных регионов даже раньше. Грунт должен быть чистым и рыхлым. Перед посевами лучше его пролить фунгицидом или розовым раствором марганцовки. Семена сеют поверхностно, не заглубляя. Обычно для прорастания всходом необходима температура 22-23 градуса. Но как только появятся ростки, посевы переносят в более прохладные условия с ярким освещением. Температура должна быть в пределах 17-18 градусов. Это важно, чтобы сеянцы не вытягивались. Имейте в виду, что залог обильного цветения диасции во многом зависит от правильного выращивания ее рассады. Например, молодые растения необходимо несколько раз прищипывать, чтобы они наращивали боковые побеги. Таким образом, у вас получатся пышные кустики с множеством стеблей и соцветий. Высаживать в открытый грунт диасцию можно, когда минует угроза возвратных заморозков. Перед этим желательно рассаду закалить, выставляя ее на некоторое время на открытый воздух.
Этот красивый цветок с каждым годом набирает все большую популярность среди цветоводов. Ведь такого обильного цветения, универсальности и ярких окрасок, как у диасции, надо еще поискать. Я надеюсь, что среди зрителей найдутся те, кто уже выращивал эту культуру. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Если же вы с диасцией еще не знакомы, попробуйте вырастить ее посевом семян на рассаду или приобретите готовые растения, которые вы сможете расчеренковать и пополнить свою цветочную коллекцию. Если вам это видео было полезно, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.